told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Привет, песеры, с вами Морж, и сегодня я хочу поговорить с вами о номинальных контрактах, а точнее о игроках, которых можно взять за номинальный контракт у нас сейчас. Как вы знаете, номинальные контракты сейчас доступны у нас в ивентах, тем более против искусственного интеллекта. Получить их очень даже просто, и вот такие 12 игроков на выбор у нас можно, собственно, закинуть в свою команду за эти номинальные контракты. Здесь 4 4-звездочных игрока, остальные 5-звездочные. Поэтому давайте пробежимся по всем, обсудим, что тут хорошо, что плохо, кого стоит брать, кого не стоит брать, насколько лучше обычных карточек. В общем, я думаю, это будет полезно. Если ты кого-то уже взял и можешь поделиться опытом с другими ребятами, то с удовольствием почитаю твои комментарии. Я думаю, другие люди тоже с удовольствием почитают. Чем больше мнений, тем лучше. Можно, так сказать, понять игрока со всех сторон. Ну и как обычно, все полезные ссылки, мой телеграм, моя личка для доната с российских карт в описании и закрепленном комментарии. Это, я думаю, вы все в курсе. Давайте начинать. Итак, первый у нас атакующий полузащитник из Милана, будет иметь 50 статов на прокачку, то есть 25 уровней у него будет. Изначально он заточен под быструю контратаку, 80 он будет иметь. На максимальном уровне при автоматической прокачке навык 91 общий. Обращаю ваше внимание, что это на 2 лучше, чем его обычная карточка, что в принципе вполне себе неплохо, но при этом обычная карточка стоит всего лишь 26 тысяч. Видим, что здесь не слишком большой набор навыков, скорость ускорения на средних показателях, в общем-то неплохая выносливость, баланс среднячок. В принципе, парень сможет и пас отдать, и слегка завершить. Но, конечно же, ничего прям супер интересного от него не ждите. Единственное, пожалуй, что стоит выделить, это 192 сантиметра роста, но почему-то при этом корпус всего лишь 69. Да, 192 хорошо, возможно, будущий Заньоло, назовем это так, да. Но пока что на эту карточку я внимания бы не обращал. Взять его можно за 4-звездочный номинальный контракт. Дальше у нас правый защитник из Ромы на максимальной прокачке имеет 91 рейтинг, стиль атакующий защитник, что неплохо. Великолепнейшая выносливость, кое-что умеет в защиту, кое-что умеет в пас. По навыкам все более-менее, заточен он в основном на длинную контратаку и будет иметь 26 уровней прокачки, то есть 52 стата можно раскидать. Само собой, статы можно раскидать и по-другому, я показываю чисто максимальную прокачку, да, на автомате. Тоже стоит он совсем недорого, 29 тысяч. Обращаю ваше внимание, что его карточка тоже обычная, на двушечку меньше, чем вот эта. Значит, взять его можно за 4-звездочный контракт. Стоит ли брать? Ну, если вы собираете Рому, конечно, стоит. Если вы собираете не Рому, конечно, не стоит. Вот. Идем дальше. Брайс Мендеш. Да, не Бруно Мендеш, а Брайс Мендеш. 90 на максимальной прокачке будет иметь. Скорость и ускорение среднячки. Есть кое-какая сила удара и выносливость. Неплохой пас низом и пас навесом. Стиль продуктивный вингер. Может занять правого полузащитника, правого нападающего, атакующего полузащитника и центрального. Ну, в принципе, вот как помощник в пасе, да, вполне себе неплохо. Заточен в основном на контроль мяча, имеет всего лишь 5 навыков, тоже беда-печаль. Обычная карточка на двоечку меньше и стоит всего лишь 20 тысяч. Тоже 4-звездочный номинальный контракт на него требуется. Дальше представитель Аякса, левый защитник, 91 на максимуме, отличная скорость и ускорение, хорошая сила удара, баланс кое-какой есть, выносливостью все ок, в защиту кое-что умеет и пас кое-как тоже раздать может. Плохо, что малое количество навыков, плюс основной стиль у него длинный мяч, что для многих, очень для многих, ну, просто люди не играют такой схемой. Обычная карточка стоит 26 тысяч и тоже имеет рейтинг на 2 меньше. По 4-звездочным здесь в принципе все. Кого из вот этих 4 выбирать? Ну, наверное, я бы взял миланца чисто за роста. В остальном, в принципе, ни один из них у меня интереса особого не представляет. Эти клубы я не собираю. Идем уже к 5-звездочным игрокам. Новичок Ливерпуля, Нуньес, 92 на максимальной прокачке. Отличное ускорение, хорошая скорость, умение атаковать, реализация вполне себе неплохо. Удобный стиль охотник за голами, хороший рост 187, корпус присутствует, выносливость есть, баланс кое-какой нарисовали. Подойдет он под быструю контратаку и длинную контратаку, но тратить на него 5 я бы не стал. Защитник очень даже неплох. Причем, что меня удивило, вовлеченность в защиту 80. У нападающего, ну это как-то странно. Обычная карточка его стоит всего
всего лишь 43 тысячи ГПшки, будет иметь рейтинг на 2 ниже. Ну, опять же, собираете Ливерпуль, хотите нового Суареса, да, потому что он тоже уругваец, конечно, стоит брать. Но мне кажется, что за 5-звездочные контракты все-таки стоит брать максимально дорогих игроков, чтобы не тратить на них ГП. А дальше у нас тоже центральный нападающий, 92 максимального рейтинга с прекрасным ростом 195. Скорости ускорения, понятно, что не слишком большие, потому что при таком-то росте. При этом хорошая сила удара, хороший корпус, баланс кое-какой присутствует, выносливость присутствует. Умение атаковать и реализация отлично, вполне себе, но малое количество навыков, заточка под длинную контратаку в основном. И обычная карточка стоит всего лишь 47 тысяч. Кстати, тоже он на 2 лучше, чем обычная карточка. То есть мне кажется, что здесь все будут на 2 лучше. Дальше опорник, новичок. По-моему, уж новичок, да, Манчестер Сити, если не ошибаюсь, Филлипс. Здесь что хорошо, чуть другую прокачку ему на самом деле можно сделать. Здесь можно больше влить в защиту, и в защиту он умеет действительно классно. При этом отличается классным пасом низом и пасом навесом. Да, ускорение беда печаль, скорость тоже печальная, выносливость отлично, в основном под стиль контроль мяча. По навыкам все в принципе неплохо, тем более на защиту есть опекун перехват. Обычная карточка его, правда, стоит всего лишь 76 тысяч, но тем не менее вот эта карточка мне нравится. Мне нравятся опорники, которые хорошо умеют защиту. Да, у него нет богатырского роста, тем не менее, я думаю, он будет показывать себя очень даже неплохо. Ну и, конечно, можно по-другому немножко раскидать ему статы. Онана, на самом деле, достаточно сильный вратарь, достаточно надежный, часто в составах я его вижу, 93 на максимальной прокачке, в основном заточен на контроль мяча, по вратарям сами понимаете, тут сказать нечего, нужно тестировать, но при этом хорошо, что 190 сантиметров, но мне не нравится то, что атакующий вратарь. Обычная карточка его стоит 70 тысяч, имеет рейтинг 90, а этот будет иметь 93, то есть при сыгранности будет иметь 96, вполне себе неплохо, как для вратаря, ну или если вы собираете Интер. Рюдигер, наверное, основная звезда этого пака, многие берут именно его. И я вам скажу, он того стоит. Да, и обычная его карточка очень даже хороша, у меня он играл на ПК, классные показатели в защиту, со скоростью ускорения в принципе нормально для центрального защитника. При этом классный прыжок, классный корпус, выносливости опять же для центрального защитника хватать будет. В общем, парень очень даже хорош. Плюс 190 сантиметров, плюс стиль разрушитель, то есть классная агрессия, это все присутствует. Обычная его карточка стоит 180 тысяч, и обычная его карточка, ребят, качается до 93, а это до 96, а значит 99 при сыгранности, но всего лишь 4 навыка, это, конечно, печально. Да, опекун, перехват, игра головой отлично, сильное вбрасывание, ладно, пусть будет, акробатического выноса ему, пожалуй, тут не хватает. По Рюдигеру советую, его стоит брать. Дальше у нас Рахим Стерлинг, новичок Челси. Само собой, великолепная скорость ускорения и баланс, хорошее умение атаковать, реализация, конечно, немножко подкачивает, ну, как и сила удара. Короче, бегунок, который может, в принципе, завершать. Тоже вполне себе его брать можно, заточен он под контроль мяча, по навыкам, ну, 2 финта у него есть, конечно, хорошо, когда один, остальное вроде все явно в тему. 94 имеет эта карточка, 92 обычная карточка, и стоит он 120 тысяч, немножечко подешевле, чем, собственно, Рюдигер. Но тоже вполне себе советую, вполне хорош. Но, конечно, единственное, корпуса от него даже не ждите, там его и близко нет. Новичок Ювентуса Поль Погба, 92 на максимальной прокачке, классная сила удара, контроль мяча и удержание. В принципе, неплохой пас низом и пас навесом. В принципе, неплохой корпус, ну, потому что тоже 191 роста, хороший стиль от штрафной до штрафной, в защиту не умеет, к сожалению, как и в атаку тоже особо не умеет. Но неплохой такой камень в центре поля. Что-то в защите у него, конечно, получаться будет, но ничего прям сверхординарного не ожидайте. Погба — это распасовщик раз, ну и влупить издалека 2, если попадет, потому что реализация 66, сами понимаете. Обычно его карточка качается до 90, стоит 82 тысячи, это 92, все-таки явно поинтересней. Перишич, новичок Тоттенхэма, когда-то мне дичайше заходил, у нас когда-то он был золотой версией Роналду, так сказать, вот, 186 сантиметров, тут все ок, скорость ускорения нормально, сила удара пойдет, хорошая выносливость, в принципе присутствует баланс и пас навесом. Что мне в нем нравится, универсальность, левый, правый полузащитник, левый, правый нападающий, оттянутый форвард везде, в принципе, сыграть может. 93 имеет на максимальном уровне и стиль атакующий полузащитник, да, это стоит учитывать. Обычная карточка стоит 82 тысячи, имеет 91 максимального рейтинга, этот явно поинтереснее, получше, тоже, в принципе, брать можно. Ну и Вицель, когда-то играл за Боруссию, когда-то играл за Зенит, и теперь у нас играет за
За кого? За Атлетико Мадридский, конечно же, что-то я затупил. Я затупил, а он играет за. Ну вы поняли. Печальнейшая скорость и ускорение, при этом хорошая сила удара. В принципе, неплохо парень умеет защиту и отличается хорошей выносливостью. Также стоит выделить хороший пас. Но с таким ускорением, мне кажется, даже на позиции опорки, даже на позиции якоря, хорошим он не будет. Вполне возможно, я ошибаюсь, но сами видите, 54 ускорения, это, конечно, просто страх и ужас. По навыкам у него все ок, 92 на максимуме, обычная карточка всего лишь 51 тысячу стоит и имеет 90 рейтинга. В общем, по пятеркам я бы вам советовал Онану, крайне надежный вратарь, многие хвалят. Рюдигера, действительно классная карточка, ну и Стерлинга, вот эти три пятерки можно выделять. По четверкам я сказал, тут, пожалуй, только вот этот парень из Милана у меня вызывает какой-то интерес. Пиши в комментариях, прошел ли ты ивенты, ну я думаю, что уже прошел, и может быть уже кого-то взял с удовольствием, все это дело почитаю. Также, ребят, делитесь друг с другом опытом, потому что я все-таки один, а лучше, когда есть 10, 15, 20 мнений, всех услышал и сделал свои выводы. Напоминаю, полезные ссылки в описании и закрепленном комментарии. Обзор на Сколза готовлю потихонечку, ребят. С вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.